Всем привет. Сегодня у нас расклад «Будете ли вы вместе снова?» И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем наш расклад. Единички. Первые две карты сигнификация, остальные парно читаем. Почему вы расстались? Ну, причина тут простая и неприятная. У вас просто изначально был вот разный курс. Ты хотела движения вперед, у тебя там планы, общие шаги, куда идете, когда идете. И ты уже смотрела дальше, чем на неделю вперед. У тебя в голове жилье, быт, опора нормальная. И он грел тебя эмоциями и вот этими обещаниями на уровне «смотри, как мы классно вместе смотримся». Но дальше разговоров он не шел. Вроде тепло, там встречи хорошие, страсть есть. Но когда доходило до дела, он просто сливался в эту неопределенность. Развороты в последний момент, переносы, туманные ответы. Он просто тянул тебя вот ощущениями, а ты требовала конкретики. Но на этом и треснуло, конечно, все. По факту у вас был роман, а тебе нужен был путь. Ты ему время дала, а он не заполнил его содержанием. И тут добило, знаешь, что вот каждый из вас ждал, что второй сделает там первый серьезный шаг. Ты от него ясности ждала, он от тебя терпения без срока давности. Внешне вы были как пара, а внутри два одиночества с разными задачами. И вот в какой-то момент ты просто поняла, что ты на месте стоишь, а годы не резиновые. И ты ему сказала «определяйся». Он ушел в паузу и начал кормить тебя тишиной. Тут ты и хлопнула дверью. Не потому, что не любила, нет, потому что дальше уже некуда было тянуть. У вас разные горизонты. Ты готова к жизни, а он готов к этому, как сказать, компоту без обязательств. Будете ли вы снова вместе? Ну, нет. Нет, не будете. Между вами сильный конфликт еще случится, который снесет все остатки вот этих иллюзий. Он всплывет сам через факт, который ты уже не сможешь проглотить. И это про зависимость, про его там привычки, тягу к удовольствиям, скрытые переписки, невыключенный аккаунт, встречи тайны. Это все сорвет с него маску. Ты увидишь, что он держит тебя на крючке вот этом вот эмоций, там, привязки телесной, а не союз строит. После этого отыграть назад нельзя будет. Он попробует вернуть тебя через мощный нажим, там, ревность, компот, обещания, жалость. Подключат все то, что раньше работало. Но у тебя щелкнет трезвость. Ты поймешь, что это, не про вас, как в целом. Это про его контроль над твоим состоянием. Вернуться к формату, как было, не получится. Слишком очевидны схемы. И новый формат он не потянет. Там нужны границы, честность, а он приучен брать быстрым жестом, понимаешь? Поэтому ответ жесткий, вместе вы не будете. Не из-за отсутствия чувств, нет. Чувства как раз и держали из-за несостыковки правил базовых. Ты не согласишься на качели, а он не согласится на прозрачность и ответственность. История закроется после этого взрыва. Точка будет без вот этих мягких углов. Совет. Выведи себя из дефицита, потому что ты сейчас живешь в дефиците. Сна не хватает, ешь кое-как,
Движений не хватает, режим вообще сбит. Без этого ты снова сорвешься на вот эти старые, как сказать, дрожжи. И выключи роль спасателя. Не лечи его, не объясняй, как правильно. Любая попытка исправить его, оно тебя тянет в яму, не его, понимаешь? И свой быт расчисти. Закрой хвосты общие, там вещи, долги, доступы. Все разруби и раздели. Никаких там потом. Понимаешь? И составь себе план на месяц с нагрузкой, которую ты точно вывезешь. Например, там каждый день один конкретный шаг. Там работа, дом, тело, люди, и вот это все. Это снимет твои навязчивые мысли. И блокируй триггеры свои. Потому что у тебя фотографии, у тебя общие плейлисты, общие маршруты, где вы вместе были. Понимаешь? Это все выкини. Ты не железная, себя не надо мучить. Понимаешь? И без всяких переписок, как дела, давай поговорим, встретимся. Вот это все тоже выкинь. Любая провокация, всегда отвечаешь один раз, и я не возвращаюсь к прошлому. И отступаешь. Понимаешь? Займись там фитнесом, хобби. Ты человек, который сделал выбор. Когда держишь эту рамку, тяжесть уходит. И да, работы много над собой. Но ты вытащишь себя и не будешь вот эти вот чужие драмы на себя лепить. Через месяц-два станет легче. Понимаешь? А потом станет спокойней. Дальше у тебя включится интерес к жизни, без него. Понимаешь? Все ты понимаешь. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечка. Первые две карты — это сигнификация, почему вы расстались. Остальные читаем парно. Ну а причина тут грязная и тоже простая. Он врал и прятал, а ты в какой-то момент осталась у разбитого корыта. Как по фактам, так и по деньгам, так и по самооценке. И он действовал тихо, обещал всякую ерунду, надеждами кормил, время тянул. Параллельные истории тоже крутил, и вид делал, что там все под контролем. Когда всплывали несостыковки, он уходил в этот туман. Типа, а я потом объясню, не дави, ты все не так поняла, и вот это вот вся лапша. И в это же время ты уже, как говорится, платила за отношения своей жизнью. Время, деньги, поддержка, уступки, закрывание глаз на очевидные факты. В итоге ты ощутила вот эту пустоту. Как будто вот все ты тащила одна, а в ответ получала крошки с барского стола. И он приучил тебя к минимуму. Там редкие встречи для компота, да? Там редкие, как сказать, свидания, редкие слова. И когда ты подняла тему честности и справедливого обмена, он сразу, как говорится, обеднел чувствами. Стал холодным, стал обиженным, стал замкнутым. Знаешь, разрыв случился не из одного скандала, нет. Он копился на мелочах. Вот эти недоговоры, мелкий контроль, его исчезновение, экономия на тебе. Ты это выдерживала, пока не увидела главный вот этот пазлик. Он давно жил своими интересами, а тебя на всякий случай держал. Когда ему удобно и когда ему хотелось. И в самый важный момент, когда тебе было тяжело, он просто не подставил плечо. Тут все и рухнуло. Ты дверь закрыла, потому что сохранять себя стало важнее, чем продолжать играть по вот этим его правилам.
Суть, почему расстались, обман плюс дефицит. Вот и все. Будете ли вы снова вместе? Нет. Нет. Он еще выйдет на связь там с великой идеей, там надо все переосмыслить, надо переговорить. И подаст это как вот судьбоносный разговор. Скажет, что ошибки все понял, что надо начать заново, что вас друг к другу тянет, что вы две половинки одной жопки. Но за словами у него не готовность строить, а желание восстановить удобный формат. Он хочет получить доступ к тебе на условиях, где ты вкладываешься больше, а он свое участие дозирует. Чуть времени, чуть денег, немножко внимания, и снова, как говорится, в дамках, снова герой. Его вот это «вернемся», оно упирается в контроль ресурсов. Он не собирается вкладываться на твоем уровне. Он, знаешь, он привык быть донором ровно настолько, чтобы удержать тебя рядом. А дальше экономия и раздача по минимуму. Ну, ты-то уже не так, кто согласится на подачки. Ты потребуешь ровный взрослый обмен. Потребуешь прозрачность, стабильность. На этом месте и возникнет стоп. Он начнет там спорить, оправдываться, переводить вину на тебя, на жалость давить. Дойдет до обид и до пассивной агрессии. И ты просто увидишь, что фундамент тот же будет. Он сохраняет свое и навешивает на тебя чувство долга. Возврата в отношения не будет, потому что ваши установки, они не совпадают. Ты — это про честный баланс, про действие, а он — это про контроль и про выгодные условия для него. Вместе вы не будете. Эта история не про рост вдвоем, это про спасение его комфорта. И ты это уже раскусила. Совет. Укрепи опору. Потому что там доход свой подними, хотя бы на одну ступенечку. Добей старые задачи. Оформи там, если ты, как сказать, своим делом занимаешься, прайс чуть-чуть повыше. Откажись от бесплатных услуг по дружбе вот этой. Бюджет свой пересмотри. Совместные хвосты все убирай. Там общие какие-то там логины, пароли, вещи. Все раздели и закрой на этом дверцу. Границы выстрой, без всяких эмоций, по факту. Любое общение с ним там коротко и по делу. Никаких разговоров про наше совместное будущее. Сразу пресекай попытки вот этой навязать на тебя вину и давление на тебя. Не спорь, не доказывай, потому что любой спор с ним — это будет ловушка. Там ты потеряешь силы, время, а то и честь. Понимаешь? Говоришь один раз, дальше уже действие. Не понимает — давай до свидания. Все, твоя победа — это тишина и стабильность. Когда ты держишь свою линию, у тебя быстро собирается новая жизнь без вот этих его игр. А там и человек появится, который не будет спорить с твоими границами, а будет разделять их. Понимаешь, именно туда тебе и нужно идти, а не вот это вот все. Подписывайся на канал обязательно, и давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Напомню, первые две карты — это сигнификация, почему вы расстались, и остальные читаем парно. Почему расстались? А у вас прям красивая история была. Вы строили нормальную семью. Там общие планы, дети, там дом, родственники друг друга знали. Со стороны выглядело все идеально.
Как говорится, вы два молодца. Пример для всех. Ты вкладывалась в эту картинку по полной. Ты и готовила, и убирала, и там праздники устраивала, и за бытом следила. То есть ты была идеальной женой и мамой. Гордилась тем, что у вас все как надо. Но вот беда. Он сломался под этим грузом. Не потому, что ты плохая, ни в коем случае никогда себя не вини, а потому, что он слабей оказался, чем выглядел. И ему стало тяжело соответствовать роли главы семьи. Ответственность за ваше благополучие его просто придавила. И он начал чувствовать себя загнанным в рамки. Ну, такие вот: работа, дом, семья, обязанности. И вместо того, чтобы честно сказать про свои трудности, он просто начал искать способы сбежать. Расстались, потому что он не выдержал собственное ожидание от себя. Ему хотелось быть вот сильным мужчиной, который все тащит на себе, но внутри он чувствовал себя мальчишкой, который играет во взрослого. И когда вот накопилось вот это критическое количество стресса и недовольства собой, он просто ушел. Не к другой женщине, нет. И не из-за измены. Он от ответственности убежал. Понимаешь? Сказал типа: нужно подумать, я не готов, нужно разобраться в себе. А по факту он просто испугался взрослой жизни и решил, что без семьи ему будет, как говорится, легче дышать. Будете ли вы снова вместе? Ну, во всех вариантах нет. Не будете. И причина: он, знаешь, сейчас живет в полном бардаке и обмане самого себя. После ухода от тебя он думал, там станет свободным, счастливым, девчонки, как говорится, выстроятся в очередь. А получилось все наоборот. Он один в съемной квартире, питается абы как, там всяким фастфудом, этими бутербродами, и не может наладить нормальный быт. Он сейчас полностью потерялся. И при этом он создал себе иллюзию, что проблема была в отношениях, а не в нем. То есть он сейчас винит тебя в том, что ты была слишком требовательна, что там давление создавала, что не давала ему дышать. Он сам себя убедил, что ваш брак был тюрьмой, хотя на самом деле это была его неготовность взрослеть. Сейчас он мечтает о той жизни, которая у вас была, но он не хочет признавать, что сам все разрушил. У него ностальгия вот по уюту, по заботе, по твоим там борщам, по стабильности, но одновременно он боится вернуться, потому что он знает, что ничего в нем не изменилось. Он также не готов к ответственности, как это и было и раньше. Поэтому возврата не будет. Он не придет с готовностью строить там семью заново. Он придет с желанием получить комфорт без обязательств. А ты уже не та маленькая девочка, которая будет тащить на себе вот этого инфантильного мужчину. Ты переросла эту роль, а он застрял в своих вот этих страхах. Он застрял, а ты пошла дальше. У вас разные скорости развития. Понимаешь? Совет, но, знаешь, прими тот факт, что ты дала этим отношениям все, что ты могла. Даже больше. Ты была хорошей женой, не спорь со мной, это так. Ты была хорошей мамой, хорошей хозяйкой. Проблема была не в твоих действиях, а в его неготовности. И запомни это раз и навсегда. Перестань себя винить в том, что ты там якобы чего-то не додала или где-то там переборчила. Ты действовала из любви и желания построить крепкую семью. И никак иначе. Теперь твоя задача научиться жить для себя, а не для создания вот этой идеальной картинки. Долгое время, ты была сосредоточена на том, чтобы все выглядело правильно. Дом как из рекламы, дети накормлены, дети одеты, мужик доволен. Где в этом всем
ты. Ты забыла про свои желания, ты забыла про свои потребности. Знаешь, вот сейчас самое время их вспомнить. Вот просто вспомнить, чего тебе нравилось до замужества. Какие у тебя были там мечты, хобби и так далее. О чем ты думала, когда одна оставалась. И знаешь, не спеши сразу искать нового мужика. Сначала разберись, кто ты такая без роли вот этой жены и какой ты хочешь видеть свою жизнь. Когда встретишь мужчину, ну, нового, не пытайся сразу строить семейное гнездышко. Смотри, как он справляется с трудностями, как ведет себя под давлением, готов ли он брать ответственность не только за себя, но и за близких. Семья — это же, ну, не просто красивое фото. Это способность проходить через сложности вместе, а ты это все делала одна. Выбирай того, кто не сбежит при первых трудностях, и никак иначе. И обязательно приходи в проживание Аркана. Там ты будешь не одна. Приходи в магический чат. И помни, что дед всегда рядом.